часы пустить. Пары большие. Поехали. Добрый день, 10 ноября. И чувствую, что многие хотят задать вопрос словами персонажа мультфильма «Жил-был пес». Шо, опять? Нет, сегодня не опять. Сегодня просто вышел подышать воздухом и хочу заглянуть внутрь нашего вот этого большого ангара, посмотреть, как поживает Ан-74. Потому что завтра хочу на нем выполнить несколько тренировочных полетов с целью проверки нашего командира Юры Хутко. Бортпроводники хотят провериться, выполнить годовую проверку. Интересные полеты. Идем в ангар. Вот и наш Ан-74. Двери открыты. Производят какие-то небольшие даже не регламентные работы, а работы по устранению выявленных недостатков. Сейчас посмотрим, что они там делают. Сейчас. Оказывается, нашли какую-то там небольшую трещинку. С ней, честно говоря, можно было долго и нудно летать, но персонал у нас очень ответственный и сказали, надо сделать. Вот сидят и клепают. Так что потихоньку занимаются самолетом. Сегодня его выкатят на улицу. И завтра будем летать. Посмотрим. Попробую второй телефон пристроить на крепление. А вот и главное идет. Васильченко Макс руководит процессом. Все, пошел руководить дальше. Наступил сегодняшний день. И как говорил, что мы собираемся летать. Что у нас здесь? Угу. Хорошо. Что мы собираемся, Юра? Сегодня мы что летаем? У нас командир Юра Хутко, инженер Юра Солошенко и safety pilot Иван Рудюк. Ну, у нас везде safety. Что мы сегодня собираемся делать? Визуальные полеты. Визуальные полеты. То есть мы хотим сегодня полетать. Визуально. Хорошо, визуально летаем. Значит, что мы? Гастомель. По этому полоса 33. Вот. То есть смотри, значит, что мы делаем? Нам по программе 4 полета надо, да? Первый полет показательный. То есть первый полет я справа сижу, выполняю. Первый показываю, и 3 полета ты крайне зачетный будет. То есть 33 полосы взлетаем. Номинальный режим. Во всех случаях номинальный. Выполняю разворот. В соответствии, что у нас там с радиусом получилось? Крем 20, скорость 250, угол разворота 180, радиус разворота 1,351. То есть это получается, что боковое 3 километра. То есть мы оперируем параметрами, что при развороте на 180 не более 4 километров. Не более. Это мы знаем, что очень хорошо. То есть выполняем высота 300, боковое от 3 до 4 километров. На траверзе дальнего привода начинаем разворот с крена 20 и вписываемся в посадочный. При выходе на посадочный выпускаем закрылки 30-40 и садимся. Садимся. Режим ПМГ. Команду даешь закрылки 10-19. Визуальные заходы, прошу прощения, надо выполнять уже с готовой механизацией, выпущенной в положении посадочного. 30-40. Поэтому перед третьим будем выпускать 30-40 и будем выполнять. Согласен. Хорошо. Тогда при подходе где-то между ближним и дальним закрылки 30-40 и пошли выполнять разворотный посадочный. Скорость захода 185 км в час. Да. Садимся, не выпускаем ничего, убираем закрылки 10-12, запрашиваем взлет конвейер и выполняем так все 4 полета. После крайнего полета уже применяем интерцептор, применяем реверс и заруливаем на стоянку. Что у нас для контроля общего? То есть, хотя у нас полеты визуальные, то мы, тем не менее, будем использовать, настроим ILS. На двух наших GPS-ках, на одной из них оставим карту, а на одной сделаем OPS. И будем видеть радиальное и это. И еще у нас очень хорошее есть средство, это у нас планшет. Так, значит, вот взлетели и пошли сразу влево. И так, это на обратно-посадочном. И пошли разворотно-посадочный. Над приводом выходим. Угу.
Ну, где-то так. Да, То есть да. в пределах вот этой линии мы должны выполнить полет. Это еще одно дополнительное средство для контроля у нас будет. Вот. Погода в Гостомеле замечательная, как раз для выполнения программы по подготовке к визуальным полетам. Самолет, вижу, полностью готов. Юра осмотрел его. Сейчас поставим несколько подписей в бортжурнале и будем выполнять наши тренировочные полеты. Ну, а рядом находится наш огромный лайнер. Доброе утро. Тренировочный полет Ан-74. Погоду и готовность запуска. Сокол сегодня 1. Запуск разрешаю. Рабочая полоса 33. Ветер неустойчивый 1 метр в секунду. Видимость 10 тысяч метров. Нижника 420 метров. QNH 1034 гектопаскалей. И 1015 QEC гектопаскалей. Плюс 6 градусов. Полоса сухая. Ступление 0,6. Запуск разрешил. Условия приняты. Полоса 33. Готовность к рулению доложим. 151. Запрашиваю. 50-151. Готовы к рулить. 50-151 ролики. То есть ожидание полосы 33 по РД-1. Полоса 33 РД-1. 151. Разрешено выруление, справа впереди свободно. Слева впереди свободно, экипаж рулем. Пара Малый. Вправо тормоза проверил, норма. Слева проверено исправно. Готовность взлета. По окончанию прогрева двигателя. Бортинженер будет готов. Это будет через 3 Справа готов. Готов, слева. Взял тормоза. Отдал. Ждем окончания прогрева. Карта выполнена. Антон Ловышка, 50-151. Готовы к взлету. 50-151, полоса 33, ветер 360 градусов 2 метра в секунду. Взлет разрешаем. Взлет, полоса 33, разрешен. 151. Лара большой. Время пущено. Еще. Так, слева пустил. Поехали. Режим 74. 74. Режим номинал. Режим номинальный. Параметры двигателя в норме. Двигатели прогреты. 100 Норма. Параметры двигателя в норме. 170. 180. 190. Рубеж. Продолжаем взлет. Подъем. Безопасно. Шасси убрать. Зачем? Понятно, выполняем первый. Пара рулежная. 151 на первом. Готовность посадки доложим. 50-151 вас понял, разрешил заход на полосу 33 на прямой доложку. Заход разрешен. Уменьши. 100 до заданной. Это нормально показывает, там показывает в километрах. И в завершении вопроса об МФИ. Пока мы летим от второго к третьему развороту, вспоминаем задачу. На МФИ была выведена навигационная информация. Второе условие. Навигационная информация является сервисной, то есть не основной. Третье. Навигационная информация нестабильна на Земле и прыгает. Вопрос. Что делать? Глубже вопрос, кто виноват и что делать. И находим ответ. Ответ оказался очень оригинальным, неординарным, радикальным, ну и гениальным со стороны инженеров. Данная функция была отрезана и полностью отключена. Вот и все решение задачи. Пара большой. Ключ. 100.
Система правильно работает. 50. 40. 25. 20, 15, 10, 5, 3, 10, 19. 50, 151, к взлету готовы. 50, 151, полоса 33, ветер 300, 40 градусов, 3 метра в секунду, взлет разрешаем. Взлет разрешен. 50, 151. Номинал. Номинал. Увеличиваешь. Скорость растет. 170, 180, 190, 200, 210 решение. Контрольный. Хорошо. Посадка с остановкой. Ага. 151, разрешили данный заход на полстрички, на прямой доложим. 50, 151, на прямой готовность доложим. Мало слышно. 10-25 пускай. Пускай. Выпускаю. Подходим, сейчас траверс полосы, торца проходим. Да. Идем, видишь, все четко, все. Закрылки 30-40. Выпускаю. Выпускаю. А третьим выполняем. Выполняем. 40 детектор выпущен, карта готова почитать полностью. Читаем. Перед посадкой шасси выпущено 5 зеленых, турки закрыты крайне нейтрально. Радиовостомеры включены. КШРН горит табло полное, аварийно предупреждающее табло не горят. Справа не горят. Не горят. Механизация посадочная. Фары выпущены, малый включен. ГПН по посадке. Готов. Хорошо. Доклады. Решение. Садимся. Карта выполнена. Вышка 50-151. Полностью наблюдаю, шасси закрылки выпущены. Посадки готовы. 50-151, полоса 33, ветер 10 градусов, 3, максимально 4 метра в секунду, посадку разрешаем. Посадка решена. 151. 150, Кара большая. Большой случай. 100, 90. 82. 70. 50, 50. 40. 30, ПМК. 20, 15, 10, 5, 3, 5, 3, Интерцептор, реверс. Реверс. Включил. Включен. Чуть-чуть вправо. Выключай реверс. Выключай. Вот так, ага. Сейчас я проверю. Давай. Притормаживай. Ждем. Шел, но странно не хочет, да. А у него разница получается. Разворачиваемся, пожалуйста, 80. 50-151, задание закончил, за рулем на стоянку. 50-151, вас понял, выполняйте разворот на 180 градусов, управление, ваше направление разрешаю, освобождение влево, ПР-9. Освобождение влево, ПР-9. Да, не все так просто. На стояночку ставим. Выключаток убираю навигацию. Раз.
Так, экспондер ставим. Так, экспондер. На мяч перевел. Обратно. Выключаем двигатели. Закончили полет. Сейчас проведем небольшой разбор. Так давайте заходите. Я уже давно созрел. Так, хорошо. О, теперь Юра есть. А где Дудюк? Пошел Юру искать, да. Пишем так же, как здесь где-то у меня. Выполнять. Все. Ну, еще раз, то есть, в принципе, видишь, это полет скоротечный, нормально, оно тоже интересно. Самому нравятся такие полеты летать, детство вспоминаешь. У меня абсолютно претензий нет, все сделано так, как надо. То есть самое главное, что ты понимаешь, вот как мы оговаривали, так выполнили, и оно тогда все получается. Ну да, во-первых, ты видишь, и страха в глаза великих пример, ну четко ты видел, что боковая 2,5 с головой хватает зайти. Даже два мы делали. Да, за это. Чем визуальнее, что не надо тут привязываться к глиссаде, ты видишь, в третьем полете у нас это, ну, штатно сработала система СРППЗ, ну, сработало, мы видим, все знаем, понимаем, отлично. Ну, вот так параметры полета просто, что вот почетче выдерживать, и будет все хорошо. Все. Все, всем. Все? Да, расписывай до конца эту программу. Заканчиваем. Все свободны. Если все, Да. Вот, я говорю, вспоминаю реально детство. Да, собрал моделист-конструктор. Я не знаю, ну кто помнит, такие продавались. Да, такие, да. именно Сейчас вот эти палочки, полосочки, да. болтички, эти шурупчики. так Да. и сейчас продаются, у сына есть. Это. Первый А у нас класс здесь это, только да. вот такое было. И что еще? У нас такой юный техник был, по-моему, магазин на Лесе Украинке. И на Лесе Украинки, и на площади космонавтов. Да, Два было. да. Так что очумелые ручки работают. Вот так интересно, весело, непринужденно мы с командой сегодня сделали наш рабочий день. Невзирая на то, что большой опыт полетов, но именно такие полеты вызывают какой-то детский восторг. И поэтому просто не то, что куча впечатлений, а просто очень и очень интересно. Поэтому продолжаем работать, продолжаем жить. Далі буде.